Всем привет! Сегодня я записываю видео из серии «Дневник парфлюбителя». Минутка психологии. В этом видео мне поступил такой комментарий под одним из видео, что, что лучше как-то продумывать заранее видео для того, чтобы не было каких-то косяков, в общем, что-то в этом роде. И вот что я хочу сказать по этому поводу, что почему-то у меня так получается, вот не знаю, как у других, и что вы об этом думаете, но когда я пытаюсь продумывать и строить какой-то план видео, и пытаюсь подобрать какие-то слова заранее, что я буду говорить, то почему-то мне потом труднее говорить о том, о чем я планировала, потому что я потом начинаю, мне трудно подобрать слова, начинаю бэкать, мэкать. В общем, мне наоборот как-то почему-то так труднее. А когда вот я вот просто под настроение, да, вот спонтанно сажусь снимать и сразу как-то начинаю говорить, то мне почему-то легче. Вот не знаю, в чем тут прикол, в чем тут парадокс вообще. Ну, знаете, я даже вот как-то одно время читала книгу по гештальт-терапии. Ну, это такая область психологии, направленная, или даже как это вид терапии психологической, направленный на закрытие каких-то непроработанных моментов, непроработанных ситуаций жизненных, да, вот если так коротко говорить. И вот там были такие тоже рекомендации насчет того, что, ну, что как бы спонтанность — это более приемлемый ну, такой вид взаимодействия, да, с окружающим миром. Это очень важно. И там, ну, как это по-русски? В общем, там ну, наглош... забыла слово. Ну, в общем, больше склонялись к тому, что лучше эм, какие-то действия производить спонтанно, чем когда мы продумываем что-то заранее, мы потом как бы теряем суть происходящего и не можем потом сосредоточиться на том, что происходит здесь и сейчас. То есть, если у нас что-то потом пойдет не по плану в какой-то момент, то мы уже не сможем действовать эффективно, так как мы эту ситуацию, ну, допустим, какой-то вариант развития событий мы не продумали заранее. А когда мы действуем спонтанно и не продумываем заранее, ну, этому, конечно, тоже нужно учиться, это тоже нужно как-то в себе вырабатывать определенным образом, чтобы уметь именно реагировать спонтанно и разруливать ситуацию, как бы исходя из поступающих к нам сигналов из окружающей среды, а не исходя из того, что мы там себе заранее напридумывали, там настроили планов. Ведь правильно, что ситуация может пойти вообще не по нашим планам и может развиваться совсем неожиданным образом. И мы просто тогда не сможем ну, прореагировать наиболее лучшим для нас образом. Ну вот как-то вот я тоже как-то это ассоциирую, да, и как-то, когда начинаю проводить какие-то параллели, то вот у меня тоже так получается, что я когда в видео пытаюсь говорить какие-то заготовки, у меня тогда вообще путаются все слова, и они вообще куда-то от меня разбегаются. А когда я говорю вот впервые, да, вот пришедшие на ум мысли о чем-то, ну, конечно, я общую тему как бы продумываю, да, но уже потом я стараюсь ну, записывать как бы свои первоначальные мысли, что ли, или чувства, эмоции, потому что ну, они наиболее ценные, да, и информативные, как мне кажется. Что хотела, да, вот эту палетку хотела показать. Ну, у меня на нее там будет отдельное видео про эту палетку. И макияж там с ней делала, снимала. Это тоже я купила с рук. Это бренд Lime Crime. Это люксовая декоративная косметика. В общем, вот такие вот оттеночки. Очень красивые. Тут спарклы прекрасные, очень сильно блестят. Просто обалденная палетка. Там я в видео расскажу, как-то сразу я не очень ее хотела и не обратила особого внимания. Потом посмотрела обзоры, а там прям супер, все так довольны, что я решила, что она мне очень сильно нужна. Вот, ну, цена была недорогая, бюджетная, и купила такое оформление у нее очень красивое. Попробую навести резкость. Тут такая прям Мадонна нарисована. Ну, в общем, красивая палетка. И оттенки такие прям ходовые. Вот это серебро сейчас входит в моду. Если раньше были больше теплые оттенки в моде, то сейчас серебро прям во всех брендах появляются палетки в таких оттенках. И вот я тоже решила не оставаться в стороне и делать такие макияжи теперь. Так что смотрите, мое следующее видео будет с макияжем с этой палеткой. Ну, начнем с Chanel Coco Mademoiselle. Это, конечно, сейчас, наверное, самый упоминаемый аромат на моем канале. И во всех моих видео почти он присутствует, потому что
Я этой осенью только первый раз, можно сказать, ознакомилась с этим ароматом, которому уже там бог знает сколько лет с его выхода. Ну вот я такой парфлюбитель, который только сейчас с ним ознакомился. В общем, как он мне понравился, это трудно передать словами. Ну, чем он пахнет, многие, наверное, знают. Цитрусы и ваниль, и пачули. В общем, такой микс из самых популярных и красивых нот парфюмерии, как я считаю. Ну, опять же, в теплую погоду, конечно, вот сейчас потеплело, а сейчас я как-то меньше его использую, потому что очень тепло. Ну, а в погоду где-то 10-15 градусов, ну и ниже, то уже можно активнее им пользоваться, потому что все-таки в теплую жаркую погоду он поддушивать будет. Ну и на те случаи есть гораздо более такие легкие приятные ароматы. Ну, что еще? Еще на родительское собрание тоже я ходила вот на днях. И тоже вот Коко Мадемуазель, мне, честно, ну почему-то захотелось его нанести. Я буквально, по-моему, 2 пшика нанесла. По-моему, это такое количество, которое никого не задушит. Я больше для себя как бы его наношу. И какой-то легкий шлейф. И на волосах он остается. Я наношу так сзади под волосы, чтобы и меня он не душил. И мне кажется, что как-то с волосами будет какой-то легкий шлейф разноситься. Ну, это мое такое понятие, да, понятие физики и химии аромата, что как-то волосы будут, скажем так, способствовать распространению такого небольшого шлейфа. Вот, поэтому тоже, хоть он и очень популярен был в свое время, сейчас, конечно, во всем мире тоже, я, насколько знаю, он очень хорошо продается, но как-то у нас в городе, я не могу сказать, что я его где-то слышала от кого-то. Ну, может быть, да, мне припоминается, что все-таки от кого-то слышала, но нельзя сказать, что прям повсеместно и везде и всюду, и на каждой второй я его слышала. Нет, такого я не скажу. Я думаю, что где-то на работе только от одного человека, возможно, был слышен такой аромат, но далеко не часто. Поэтому я не восприняла его как что-то такое, знаете, как вот бывает, открываешь крышку, вдыхаешь и понимаешь, что это что-то очень-очень знакомое, а здесь такого не было. И когда его покупала, я его понюхала, мне вообще он не показался знакомым. Это потом уже, когда я его приобрела и уже потестировала побольше на себе, то я поняла, что все-таки где-то вот мне припомнилось, что, мне кажется, на работе был у кого-то. Конечно, это более новая версия, но тем не менее. Поэтому сейчас это у меня очень такой ходовой аромат. Видимо, будет этой осенью, зимой. Очень рада этой покупке, довольна. Второй аромат, который я носила, это Honey Oud от Монталь. Ну, один раз, правда, только. Вот он как-то у меня меньше идет, чем Мадемуазель. Хотя мне тоже очень нравится. Он такой вот в меру удовый, в меру сладкий. Он не попослепательный ни в коем случае. В нем как-то все в меру. Ну, он все-таки из такого удового направления, но больше, как сказать, не классической парфюмерии, а больше восточной, да, восточное направление ароматов. Хотя Мадемуазель, например, тоже считается восточным ароматом, но это все-таки такой европейский восток. А вот Монталь это такой уже ближе к прям самому восточному востоку, но еще не самый восточный восток, поэтому тоже такое среднее. И в нем, как я уже сказала, всего в меру. И ут ощущается на всем протяжении звучания, и вот эта медовость, сладость слегка присутствует. То есть, ну, очень мне нравится такой сбалансированный аромат, как мне кажется. Прям то, что надо. И отличается от всех моих ароматов в моей небольшой коллекции. Он, конечно, ну, так как у меня и удовых-то нету вообще во флаконах. Вот это первый удовый аромат у меня, поэтому он, конечно, отличается от всего остального люкса, потому что все-таки такие ароматы, они как-то стоят особняком, это более в восточную сторону. Также вот эту копию от Тома Форда носила тоже однажды, там куда-то я шла, по-моему, в магазин, и надо было мне в поликлинику зайти, но не на прием к врачу, не в кабинет, поэтому тоже нанесла его, потому что, конечно, заходя в кабинет, я бы не стала бы им пользоваться, потому что все-таки он такой насыщенный, такой плотный, тягучий. Наверное, слишком будет, может кого-то шокировать, возможно.
если в замкнутом пространстве нанести его, ну, вернее, зайти, да, куда-то. Там маленький такой кабинетик у врача, поэтому я, конечно, не стала бы его наносить. Ну, а так вот куда-то идти по магазинам, там более большие пространства, там я не боюсь никого напугать. Ну, тоже классный аромат, мне очень нравится. Я тогда сделала как раз макияж такой в серо-черных тонах и с красной помадой, и получился такой вот более готический образ, да, и вот этот Tom Ford «Черная орхидея» очень, как мне кажется, под это подходит, вот под такой вот образ. Когда макияж такой не слишком перегруженный, то этот аромат как-то дополняет, и мне кажется, он придает какую-то изюминку образу. Ну, хотя я, конечно, сейчас хожу в основном в спортивном таком стиле одежды, но я уже тут ориентируюсь на свой макияж, потому что ну, в одежде мне не на что ориентироваться. Более такие спортивные и простые ароматы я не хочу носить все-таки осенью, зимой, поэтому тут уже одежду я не принимаю особого внимания. Ну, потому что она мне такая будет постоянно сейчас, так как на работу я не хожу уже какое-то время, довольно-таки долгое, но это отдельная тема, поэтому так как на работу мне ходить не нужно, то я в основном в спортивном стиле сейчас так. В лучшем случае джинсы, там какие-то брючки, ну и там кроссовки, куртка и все. И так будет еще какое-то время. Ну, что я еще наносила? А, еще вот эту копию тоже под Каролину Эреру. Это вишнево-коричный аромат, вишневый десерт с корицей. Этот аромат, я вот заметила, что я его даже чаще дома наношу, чем куда-то на улицу. Видимо, он создает такую уютную атмосферу, такое вот какое-то сладкое облачко вокруг меня, и мне хочется дома его ощущать. Тоже такой средний по стойкости, средний по насыщенности, но все-таки приятный, классный. Он похож на Haltat Night от Art Collection. В общем, в таком направлении, если вы знаете Haltat Night. Ну, на улицу тоже как-то раз, наверное, наносила. Классно тоже звучит. Куда-то на шарфик, чтобы ощущать аромат. Когда идете на прогулку, то очень здорово. Создает такую дымку. Тоже в таком восточном направлении. Такой тоже средний по сладости. Я вообще как-то по послепательные такие слишком сладкие как-то не очень в этом сезоне люблю, не очень приветствую, поэтому у меня таких, наверное, почти и нет ароматов. У меня очень таких, наверное, мало, возможно, больше там в пробниках у меня что-то есть, а вот среди вот флаконов у меня, наверное, таких вообще нет. Да, однозначно. Слишком сладких у меня нет ароматов, поэтому как-то вот что-то среднее, наверное, у меня. Также есть ароматы тут, которые я достала и пытаюсь разносить, пытаюсь их полюбить в этом сезоне. Вот почему-то захотелось мне вот этот кориандр достать и попробовала, как-то дома попробовала нанести тоже. Такой прохладный, лесной, зеленый аромат. Ну, он мне пахнет такой зеленью вот травянистой больше. Достала я его в связи с чем? В связи с тем, что есть у меня одна хотелка, хочется мне аромат от марки Лалик, жемчужины. Наверное, все знают, что это, или многие знают, конечно. Но я его только один раз на рынке вдохнула из крышечки, но тогда меня интересовал другой аромат. Я тогда собиралась... А что я собиралась покупать? По-моему, я тогда присматривалась купить Coco Mademoiselle и зашла на рынок понюхать копии на него, чтобы немножко сориентироваться. И тогда как-то тоже вот эти жемчужины там были, я понюхала. Ну, как-то тогда было жарко на улице, они как-то меня вообще, что-то я не поняла вообще, в чем там смысл. Ну, что-то свеженькое вроде почувствовала, ну, что-то мне тогда этого не хотелось, такого направления. И как-то я не собиралась тогда его покупать. А сейчас вот я тоже вспомнила о том, что он там продается, и как свою какую-то следующую хотелку, да, начала смотреть отзывы, обзоры в интернете. Ну, я так думаю, что я не могу сказать, конечно, заранее, понравится мне или нет. Ну и как многие блогеры говорят о том, что его трудно понять, вот просто ощущая там, допустим, понюхав из крышки, его невозможно понять. Его нужно нанести на кожу, нужно поносить на себе. Но судя по отзывам, мне кажется, что он должен мне понравиться. Потому что мне нравится обычно всякая жесть, всякая
такое, что мало кому нравится. Есть такие ароматы, которые, ну, и мне вообще нравится так как-то пахнуть оригинально, необычно, и на себе ощущать какие-то необычные ароматы. Вот мне хочется такого вот всего, поэтому и вот этой осенью тоже вот хочется каких-то шипровых ароматов, а жемчужина — это шипровый цветочный аромат. В связи с этим вот этот кориандр достала, потому что тоже где-то я наткнулась на такое мнение, что вот этот жемчужины, он вроде как в одном направлении с кориандром. Ну, я понимаю, почему, потому что там какие-то вроде как хвойные ноты, можжевельник кто-то слышит, и какую-то такую вот травяную свежесть, какие-то сухие травы. А здесь тоже вот есть такая нота, такой аспект в аромате, тоже он такой зеленый и лесной, поэтому, видимо, в этом их схожесть. Я нанесла на себя, вот думаю, интересно, ну вот вообще это направление, как-то он мне не особо зашел, когда купила, ну почему-то это была такая какая-то спонтанная покупка, он стоил вообще очень дешево, поэтому спонтанно так приобрела и почти так и не носила его, потому что, ну, как-то он какой-то слишком, то ли вот эта свежесть слишком меня. Вот немножко бы сюда каких-то цветочков добавить, может, был бы более для меня интересным, носибельным. А так вот, вроде слишком он какой-то холодный, зеленый. Немножко хочется какую-то теплинку добавить. Поэтому вот я попыталась как-то примериться к такому направлению. Почему-то этой осенью мне вот хочется чего-то прохладного, такого звенящего. Ну, а эти жемчужины тоже, судя по отзывам, по комментариям, что это осенний, зимний аромат, летом и весной не так людям нравится, поэтому как раз думаю, может быть, должен он и мне понравиться в этот сезон. К нему, я так понимаю, надо долго как-то пристраиваться, как-то привыкать, потому что он не такой простой в посадке, как я понимаю, не на каждого он хорошо сядет. Вот, ну такие есть планы. Потом вот эти, вот этот Лалик Ламорье тоже. Хочется такого звенящего прохладного направления ароматов, поэтому достала, но еще не наносила на себя, только вот из крышечки нюхаю, из коробочки. Коробочка тоже супер красивая, тут такая шедевральная просто. В общем, нюхаю из крышечки и наслаждаюсь. Прям очень мне нравится, но что-то пока на себя не решаюсь нанести. Все-таки он больше весенний, на мой взгляд. Вот также, что могу сказать, Дюпон тоже я достала тут. Я в последнее время как-то вот прям подхожу к шкафу и тянется рука у меня все время его понюхать. Я так, не открывая крышку, его нюхаю. Тогда он не пахнет мне сигаретной пачкой и прокуренной женщиной, а пахнет просто таким фруктовым шипром. Очень приятный такой, тоже прохладный. Тут слегка и вот этот дубовый мох ощущается, и фрукты. Ну, очень замечательно. Вот постоянно только открываю шкаф, сразу лезу за этим Дюпоном. Просто вдохнуть аромат. Также еще несколько пробников тут, что хотела сказать. Тоже на барахолке продается Шанель номер 5 Eau de Parfum. Но стоит он 10 тысяч рублей. Там есть коробка, и там полный флакон вообще, он практически не использованный, поэтому такая цена. Вот я купила за 5000 свой Коко Мадемуазель, так как не было коробки и не полный флакон. Ну, а тут продавец говорит, тут все-таки есть коробка и он полный, поэтому прошу 10 за него. Ну, дадут или нет, конечно, неизвестно. Но я не хочу его покупать, потому что пятерка — это не самый мой любимый аромат. Ну, альдегиды — это вообще не самая такая, вот, скажем, простая нота в парфюмерии, которую все любят. Это не самая популярная нота, как мне кажется. Но то, что мне нравится, вот из альдегидных я вот достала, да, для примера. Вот если пятерка как-то слишком, мне кажется, кислой, то вот это вот Juliet Hazegan Citizen Queen, городская королева, вот он, мне кажется, более носибельным из альдегидных ароматов, потому что здесь роза больше слышна. Как-то вот здесь альдегиды в соединении с розой. И роза такая прохладная, такая не кричащая, благородная очень. Поэтому этот аромат мне представляется таким каким-то для принцессы, с одной стороны. С другой стороны, это уже не юная принцесса, это такая уже взрослая. Такой вот аристократичный.
И вот эти альдегиды меня как-то меньше напрягают, чем вот в пятерке. Вот этот аромат мне вот из альдегидных больше нравится. Ну, конечно, еще Эсти мне нравится. Это Estee Lauder тоже альдегидный. Ну, я как пример привела вот такой, он более какой-то современный. Вот мне кажется, этот более, ну, больше как-то, ну, не ретрово звучит. Если пятерка, она все-таки, ну, вот лично для меня пока она слишком как-то звучит ретрово. Возможно, когда-то позже она мне больше понравится, но пока я как-то не готова ее часто носить. А вот этот аромат я и несколько лет назад у меня появился от Леванты, я его активно носила. И он меня вот не раздражает, и альдегиды тоже в нем такие сдержанные и не навязчивые. Вот, также еще вот этот удовый Juliette Хезаган тоже. Midnight Oud. Тоже я как его нужно или холодным летним вечером носить, возможно, в какую-то дождливую погоду, или же когда более прохладно, на более низкую температуру, тогда он будет поинтереснее раскрываться. А вот в теплое время нет, это не его история. Также, что еще хотела сказать из того, что вот на этой неделе я заметила, что от многих людей, проходящих мимо, пахнет какими-то кирки-подобными ароматами. Вот это у меня от Левантик кирки. Мне так нравится этот аромат. Он такой жизнерадостный, такой фруктовый. Он, конечно, очень мускусный, но это его не портит. Вот если говорить об оригинале, то, мне кажется, его не портит эта мускусность. Меня, вот, по крайней мере, не напрягает эта фруктовость, слишком сильно мускусная. В общем, но от людей вот слышу, что многие, вот проходя мимо, я слышу такой вот шлейф. Я не думаю, что, конечно, все пользуются оригинальным кирки, потому что, скорее всего, это какие-то копии, реплики на него. Но как-то они мне звучали примерно все одинаково. Я раньше как-то вообще не чувствовала от людей, очень за редким исключением, я практически ни от кого ароматы не ощущала. Как-то, а вот на этой неделе то ли чуть-чуть попрохладнее стало на улице, и вот эти шлейфы стали больше ощущаться, и вот все они были почему-то из серии вот этих, ну, именно пахло кирки. Или же, да, какими-то, ну, как я подозреваю, что все-таки это реплики, потому что их очень много в продаже, подобных ароматов. И вот это еще хочу показать такой кремчик. Это Vitex, белорусская косметика, Winter Care, зимний уход, защитный колд крем для лица от холода и мороза. Тут SPF 8 еще заявлено, защита от солнца. Крем, тут рекомендуется наносить его перед выходом на улицу, но, конечно, пока у нас морозов еще не было, я еще это не проверила, как он будет работать, но я как-то раз нанесла его на ночь вместо ночного крема. Вот он мне показался таким достаточно жирненьким, мне кажется, он для этого подходит. Я, в общем, нанесла, и на утро такая была напитанная, приятная на ощупь кожа. Вот, поэтому буду, наверное, его пока что так использовать. Ну, это, конечно, не на каждый день, наверное, такой ночной крем, потому что он все-таки достаточно такой жирный и густой. Вот такую текстуру имеет отнюдь нелегкую, поэтому, ну, мне понравился эффект от него на утро. Ну, а когда, конечно, уже наступят холода, то буду тоже более активно им пользоваться. Уже попробую, как он будет защищать кожу именно на улице в мороз и в холодный ветер. Такие вот итоги за неделю. Чем я пользовалась, какие хотелки появились. В общем, такого формата буду стараться снимать каждую неделю видео. Если вам интересно, подпишитесь на мой канал. Если понравилось видео, поставьте лайк. Мне будет очень-очень приятно, потому что когда видео набирают просмотры, и если есть хотя бы там пару лайков, это уже дает мне какой-то стимул снимать дальше. Конечно, это очень... И, конечно, хочется в комментариях с вами пообщаться, что из этих ароматов у вас есть, что вам нравится, что не нравится. Я вообще нормально отношусь, когда кому-то не нравятся мои ароматы. Мне абсолютно это не обидно никак, потому что все мы разные, и разные у всех вкусы, и по-разному ароматы на нас раскрываются. Поэтому мне вообще абсолютно не обидно, когда кто-то ругает мои ароматы. Так что любое мнение хочу услышать от вас, какую-то обратную связь в любом случае. Спасибо, что посмотрели, что были со мной. Всем хорошего дня, удачи и пока-пока.